однозначно. И он говорит, я прямо смотрю на тебя, у нас разница 15 лет. Говорит, я стал сам как 15-летний мальчишка. Мне настолько комфортно, мне настолько приятно его отношение ко мне. Ко мне никто так действительно не относился. Я, знаешь, что хотела узнать про ощущения вот в плане чувств, потому что некоторые женщины, знаешь, они полагают, что когда там мужчина делает предложение руки и сердца, и когда ты вообще, соответственно, ну как бы встречаешь некого своего, наверное, кандидата, что это должно быть, знаешь, чтобы забу дыхание сперло, что вот чувства должны быть, знаешь, ну вот настолько как бы сильные, да, вот что тебя аж прям должно вштыривать, как высоковольтную лампу. Вот мне интересно спросить у тебя, вот как кажется это тебе, как показывает, наверное, твой опыт, и, может быть, какие бы ты рекомендации дала бы здесь девчонкам? Не вестись на чувства. То есть вспомните всех своих мужчин, в которых вы были безумно влюблены. Потом вспомните ту тонну слез, которую вы после них выплакали, да, и, значит, сядьте и прикиньте, где сейчас вы, где те мужчины, что они вам реально, кроме тех слез, в жизни принесли. Вот, в принципе, вот это был тот момент, когда я поняла, что мне нужно сменить ориентиры. И вот этот момент, он очень близко по времени совпал с появлением Яна в моей жизни. То есть буквально где-то у меня вот эта перестройка начала происходить вот с август-сентябрь, и вот в тот момент, видимо, где-то он меня там поймал задним поводом и проинтуичил, что вот именно у меня как раз идет вот перелом. Но то, что он влюбился, это однозначно. И он говорит, я прямо смотрю на тебя, у нас разница 15 лет. И он говорит, я буквально помолодел, говорит, я стал сам как 15-летний мальчишка. Я перестала ждать чувств, я больше стала обращать внимание на то, что мужчина делает, в первую очередь делает. Что мужчина говорит, и в первую очередь я смотрю на его поступки. Потому что, как говорится, та же самая избитая банальная фраза «обещать не значит жениться». Да? Мало ли, что я на тебе обещал. Да. Вот. А здесь именно вот первый его поступок, то, что он начал говорить вот про Рождество, что у него будет оно одинокое. Я говорю, я бы к тебе приехала. Он говорит, ловлю на слове. И все. То есть, и этого было достаточно. Грубо говоря, даже палец и палец не ударила. И, в общем-то, меня в основном вот подкупала его забота. То есть он буквально старался предугадывать каждый шаг. И до сих пор это сейчас происходит. Он уходит на работу, он встает рано, у него рабочий день с 8 часов начинается. Вот. Я еще валяюсь, спускаюсь на первый этаж в кухню, стоит всегда цветочек, стоит записочка I love you, какое-то там сердечко нарисовано, что-то такое. Иногда он какие-то маленькие такие оставляет, вот сердечки, там, сюрпризики. Но знает, что шоколад я не ем, то он какие-то такие, знаешь, ну, типа вот брелочков, вот что-то такое. Это обязательно. То есть, да, вот это обязательно утром он вот такой мне сюрпризик оставляет в кухне, на столе, на кухонном, да. То есть такие моменты, знаешь, вот это именно действительно, вот переоценка ценностей, что у меня произошел вот этот перелом, я поняла, что не особо надо ориентироваться на чувства, больше нужно смотреть на то, вот как мужчина к тебе относится, на его поступки. А сейчас я понимаю, что вот мне настолько комфортно, мне настолько приятно его отношение ко мне. Ко мне никто так действительно не относился. А вот если сравнить, например, твои чувства к этому мужчине вот сегодня, к Яну, например, полгода назад, вот тебе кажется, сейчас у тебя чувства к этому человеку вот так вот в сумме, в совокупности, они как-то стали сильнее? А ты знаешь, они более стали... У меня вот в тот момент была еще настороженность, то есть я еще, знаешь, присматривалась, прощупывалась. А сейчас уже, то есть я вот вышла, знаешь, как это, на взлетную полосу, и можно набирать высоту. Вот, да, то есть, в принципе, сейчас я уже понимаю, что да, этот человек стабильный, этот человек достойный. Надежный. Это человек, на которого я могу положиться и которому можно доверять. Все, дальше доверие, то есть оно может расти безгранично. Но есть еще что-то такое, возможно, что я тебя не спросила, о чем тебе хотелось бы, чтобы я тебя спросила, либо рассказать девчонкам что-то такое, что мы еще не затронули, какое-то напутствие дать.
Ну, напутствие это одно, то, что не опускать руки однозначно, потому что ты даешь целый комплект блоков, лего. Как мы его скомплектуем, такой узор мы и получим, в принципе, да. То есть и тут вот каждый сам как потопает, так и полопает. Но даже то, что вот я взяла самый минимум, скажем так, профайл, и после свидания у меня поднялся уровень уверенности в себе, я дошла до своей оценки, скажем так, не заниженной, не завышенной, да, реальной. И, в принципе, это вот очень быстро сработало. Такой, наверное, не знаю, вопрос. Могла бы ты порекомендовать коучинг? Хотела бы ты порекомендовать коучинг? Кому бы ты порекомендовала коучинг? Юль, ну, во-первых, я тебя, знаешь, как бы вот меня, когда девочки даже спрашивают, я всем говорю, что я училась у Юли. И на других курсах я не скрываю, что я именно твоя выпускница, знаешь, потому что вот, ну, я как-то там более активна вот на каких-то своих других мероприятиях, но тем не менее, вот последний даже раз, когда меня все поздравляли с замужеством, то я, в принципе, я всегда отмечаю, что это именно твоя заслуга, потому что иначе, не имея тех вот даже инструментов, я бы наверняка бы этого не достигла. Вот, поэтому однозначно тут, ну, тут выбор не стоит. И ты говоришь, что у меня открытая душа. Я просто считаю, что ты мне дала намного больше, чем стоил тот пакет, который я купила. То есть получается, что ты мне дала вот этот инструмент, благодаря которому я уже смогла вот это получить. Я очень тебе благодарна и твоему именно коучингу за то, что вот ты как бы поставила меня на нужные рельсы, да, правильно сказала. По молодости эксперименты. В молодости, когда нас спроси, да, какого мужа ты хочешь? Ну, такого. Спроси меня сейчас, какого я хочу, я четко скажу. И пока там Вселенная нас не услышит, она нам не даст то, что мы хотим. Вот эти фильтры наши надо обязательно поставить. Но вот я слушаю тебя, думаю, какая же ты умничка, в том смысле, что я всегда говорю, что результат – это прежде всего лично твоя заслуга. Я верю в каждую женщину, и от каждой женщины, безусловно, зависит ее результат. И только она может и придет к этому результату тогда, когда ей будет это лучше, когда она работает свою практику, когда она этого захочет. Да? И спасибо тебе, Лариса, за такую вот открытость, да, щедрость, душевную улыбку и, самое главное, счастливые, наполненные любовью глаза. Ну, спасибо тебе огромное. Спасибо. Девчонки, все ставьте лайки. Кто посмотрит это видео, делитесь с вашими подружками, да, вот откровениями от Ларисы и Яны. Спасибо и до скорых встреч.